Здравствуйте! Вы включили наш ролик, потому что вас наверняка заинтересовала тема феназепам. Препарат, который совсем недавно можно было купить сравнительно легко в любой аптеке. Да, по рецепту, но купить. Сейчас этого сделать просто нельзя. Почему? Феназепам является бензodiазепиновым анксиолитиком, то есть средством от тревоги. Специалисты, подчеркиваю, специалисты используют этот препарат действительно для снятия тревожных расстройств, для купирования нарушений сна. И в умелых руках это замечательное средство для лечения серьезных психических недугов. Но почему феназепам ушел из сравнительно свободной продажи? Почему его нельзя так легко купить, как это было раньше? Феназепамовая зависимость, феназепамовая аддикция. Этот термин очень широко вошел в круг дискуссий в научных сообществах. И не только психиатров, но и неврологов. И с этой проблемой мы сталкиваемся неоднократно. Причем не только в Российской Федерации, но и в европейских странах феназепам тоже сравнительно легко можно было купить. Есть несколько спорных взглядов на эту проблему. Одни действительно считают, что если вы будете долго принимать феназепам, возникнет та самая бензодиазепиновая зависимость. И, например, когда у вас плохой сон, и вы пьете на ночь полтаблетки или таблетку феназепама, и сон становится хорош, замечательный, на самом деле это не совсем так, потому что бензодиазепины в конечном итоге при длительном применении разрушают структуру сна. То есть, с одной стороны, сон улучшается, а с другой стороны, при длительном приеме мы видим нарушение этого сна. И у меня была пациентка, которая 20 лет принимала феназепам постоянно. И придя к нам в сомнологический центр для лечения нарушений сна, она принесла в руках 2 ампулы феназепама, потому что боялась, что она не сможет заснуть. Но если врач-невролог, психиатр, психотерапевт умело использует сильные стороны бензодиазепина, ведь действительно существует так называемое понятие анксиолитического мостика. Поясню, о чем идет речь. Вот вам врач-психиатр или невролог при вашем тревожном расстройстве, панических атаках или при депрессии с тревогой назначил антидепрессант. Мы знаем, что большая часть антидепрессантов начинает работать через несколько недель после начала приема. А что делать вот в эти первые несколько недель? И вот тут на помощь приходит тот самый бензодиазепин, например, феназепам. Вы начинаете вместе с антидепрессантом принимать по назначениям врача феназепам, и создается эффект прикрытия. Уходит тревога, уходит ваше беспокойство, купируются панические атаки, а потом под наблюдением врача прекращается прием феназепама. То есть мы говорим о достаточно сравнительно кратком периоде использования этого препарата при тревожном расстройстве, ну скажем, до 4 недель. А вот дальше начинает работать уже антидепрессант. Вот это умелый подход к использованию бензодиазепинов. Наиболее частые побочные эффекты бензодиазепинов — это сонливость, вялость, разбитость, которая наступает особенно на высоких его дозах. Именно поэтому в инструкции по применению феназепама написано использовать с осторожностью, если вы водите автомобиль. И еще одна проблема с феназепамом. К сожалению, многие из вас, используя его длительно, думают, что он спасет вас от депрессии. Это не так. Феназепам, повторюсь, это анксиолитик, то есть он целевым образом действует на тревогу, он снижает тревогу, он купирует панические атаки, не дает им развиваться. И да, на каком-то этапе он помогает восстановить сон. Но вот здесь, внимание, проблемы со сном, которые возникают при длительном употреблении феназепама. Для тех, кому эта тема не интересна, вы можете выключить ваш гаджет, а с остальными мы продолжим. А теперь о нарушениях сна. Есть фаза медленного сна, есть фаза быстрого сна, и есть масса причин, которые нарушают наш сон. Среди них и обычные психофизиологические нарушения, связанные с нарушением гигиены сна, но есть проблемы со сном, связанные с тревогой, есть проблемы, связанные с депрессией или вообще возникающие из-за каких-то органических неврологических недугов. И если вы начинаете использовать феназепам вот только при слове «у меня нарушение сна», это будет неправильно. Вы таким образом можете разрушить ваш сон с течением длительного времени приема этого препарата. Но почему врачи порой с тревогой говорят об использовании феназепама при нарушениях сна? Дело в том, что он меняет структуру сна. Увеличивается фаза быстрого сна, а именно в эту фазу мы видим сны. Но у наших пациентов сны замещаются кошмарами.
И большое количество ночных кошмаров отмечено у пациентов, которые используют этот препарат. Вторая очень важная проблема, что феназепам действует на дыхательный центр. И этот препарат ни в коем случае нельзя принимать тем, у кого есть синдром апноэ сна. Это еще одна разновидность нарушений сна, которая связана с возникновением храпа у наших пациентов и остановками дыхания в ночные часы. Теперь вы знаете чуть больше о феназепаме. Запомните, что этот препарат назначается врачом. Без его рекомендаций самостоятельно употреблять это средство ни в коем случае нельзя. Берегите себя, заботьтесь о вашем здоровье и спите крепко. Пока.